Путин под Курском. Посланник Трампа едет в Москву. Нуреев, Серебренникова в Берлине. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы начинаем. Владимир Путин надел военную форму и приехал в Курскую область. О его поездке в пресс-службе Кремля рассказали в среду вечером. Когда на самом деле состоялась эта поездка, достоверно неизвестно. Сообщается, что президент посетил один из пунктов управления Курской группировкой. Там Путин заслушал доклад начальника генерального штаба Валерия Герасимова и сам выступил перед офицерами. Значительная часть выступления состояла из длинного перечисления воинских частей и подразделений, которые отличились на войне в Украине. Высказался Путин и о ситуации в самой Курской области, захваченной территории которой на этой неделе постепенно покидают украинские войска. Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Еще одно заявление Путина вызывает особое беспокойство на фоне переговоров России, США и Украины о возможном перемирии. Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать. Такая риторика далека от примирительной и вызывает недоумение даже у кремлевского летописца Андрея Колесникова из газеты «Коммерсант», который отмечает, что речь идет о выходе за границы Курской области, а также, надо понимать, Донецкой и Луганской областей. Цитата. «Причем не на 1 и не на 2 километра, и не на 5. И о каком перемирии, о каком прекращении огня кто-то говорит». Конец цитаты. Тем не менее, Дональд Трамп не оставляет попыток закончить войну. Его спецпосланник Стив Уитков на этой неделе прилетит в Москву. Об этом сообщили российское агентство ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Белый дом. Сам американский президент был еще более конкретен и ранее заявил, что его представители, цитата, «едут в Россию прямо сейчас». Кроме того, в ходе встречи с ирландским премьером Михолом Мартином Трамп предупредил, что в случае отказа от договора с Киевом готов предпринять действия, которые будут, цитата, «разрушительными для России». Вместе с тем издание «Вашингтон-Пост» публикует настораживающие данные о позиции России на потенциальных переговорах. Они получены из документа, подготовленного для Кремля неназванным аналитическим центром, связанным с ФСБ. Из этого доклада следует, что среди требований Москвы будет полный демонтаж нынешней власти в Украине, а также признание захваченных территорий российскими. Без этого война разгорится снова, например, при следующей администрации США. Однако это напрямую противоречит неоднократно высказанным требованиям Киева вернуть все оккупированные Россией территории. Возможности для переговоров осложняют и активные военные действия. Каждую ночь Россия и Украина атакуют территории друг друга. 5 человек погибли и 12 пострадали в результате обстрелов в Донецкой области накануне. Среди пострадавших в том числе 2 детей 8 и 9 лет. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Одна женщина погибла при ударе российской армии по Херсону. Еще один человек получил осколочные ранения. Сам город подвергся массированному обстрелу. Это информация главы городской военной администрации Романа Марченко. В Днепропетровской области пострадала женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Это данные главы областной военной администрации Сергея Лысака. Он также сообщил, что в самом Днепре получил повреждение инфраструктурный объект, возник пожар. В свою очередь, российская Минобороны сообщила, что за ночь удалось сбить 77 украинских беспилотников над 6 регионами. В Воронежской и Ростовской областях повреждены инфраструктурные объекты. Там начались пожары. В Калужской области после атаки дронов начался пожар на предприятии. Один из сотрудников ночной смены получил ранение. В остальных регионах обошлось без пострадавших.
5 человек, 3 мужчин и 2 женщины погибли при пожаре в нелегальном частном хостеле в Благовещенске. Еще 10 человек удалось спасти, 3 из них пострадали. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Для его ликвидации были задействованы 40 пожарных и 11 единиц техники. Предварительная причина пожара — аварийная работа электрооборудования. Об этом пишет связанный с силовиками телеграм-канал ШОТ. Агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Олега Имамеева сообщает, что собственник хостела уже арестован. Возбуждено уголовное дело. Полиция и прокуратура выясняют подробности происшествия. В Тульской области волонтер Елена Вагнер подала заявление в полицию на мужчину, который убил 18 кошек. Об этом сообщает агентство ТАСС. По словам женщины, животные остались живодеру в наследство от матери. Всего более 20 кошек и еще несколько собак. Предположительно, он стал издеваться над животными, их трупы соседи находили в подъезде и рядом с домом. 5 кошек активистке удалось спасти. Собаки все еще остаются в квартире. Полиция приняла заявление, однако МВД ситуацию пока не комментировали. Один из основателей сайта Pirate Bay, Карл Лундстрöm, погиб в авиакатастрофе над Словенией. Об этом сообщила радикально правая шведская партия «Альтернатива для Швеции», в которой он состоял. В заявлении сказано, что Лундстрöm вылетел из Загреба в Цюрих в понедельник, однако его одномоторный самолет Муни М-20 врезался в деревянный дом на горе Великопланина. В свое время Pirate Bay был самым известным и одним из самых крупных сайтов с пиратским контентом, в том числе с фильмами и музыкой. В 2003 году основатели сайта признали виновными в нарушении авторских прав и приговорили к штрафу почти в 3 миллиона евро. Лундстрöm был единственным, кто не стал скрываться от правосудия и провел в шведской тюрьме 4 месяца, после чего досрочно освободился. Балет российского режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» возродят в Германии на сцене немецкой оперы в Берлине. Премьера назначена на 21 марта. Изначально балет был поставлен в Большом театре в Москве в 2017 году. Постановка сопровождалась многочисленными скандалами и даже отменой за 3 дня до премьеры. В 2023 году Нуреева окончательно сняли с репертуара из-за так называемой ЛГБТ-пропаганды. Тогда же Серебренников пообещал, что балет, цитата, «будет жить на свободе». Так, получается, и вышло. И это все новости к этому часу. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, так это видео увидит больше людей. Днем выпуск новостей для вас поведет моя коллега Юлия Азарова. До встречи.